Следователи региональных управлений экстренно вызвали на видеоконференцию по указанию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Главная тема – высокий уровень преступности среди мигрантов с особым акцентом на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Башкирию, Саратовскую и Самарскую области, а также Удмуртию. Обращаясь к руководителям территориальных следственных органов, глава ведомства потребовал: «Прошу вас предметно и жестко реагировать на такие происшествия. Здесь надо навести порядок». Депутат Сергей Миронов утверждает, что 90% мигрантов не планируют у нас работать ни одного дня. Проблема настолько остра, что ее можно считать вопросом национальной безопасности. Обо всем этом мы поговорим в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. По информации Следственного комитета, в этом году иностранцами было совершено почти 24 тысячи преступлений. Число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12%. Втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами. На 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Судя по всему, это данные за 8 месяцев текущего года. Нелегалы также стали в 3 раза чаще нарушать закон в России. Александр Бастрыкин пояснил, что увеличение числа таких преступлений происходит из-за халатности должностных лиц в сфере миграции и недобросовестных арендодателей, сдающих жилье нелегалам ради прибыли. Ранее Следком уже заявлял о сложной обстановке с мигрантами в Москве, требующей наступательных действий от правоохранительных органов. Также отмечается, что мигранты в последнее время активнее выказывают негативное отношение к русским. Одновременно с этим глава Центробанка Эльвира Набиуллина обозначила основную проблему российской экономики – нехватку кадров. По данным Института Гайдара, дефицит рабочих испытывают 42% предприятий. Недостаток квалифицированных работников возник из-за форсированного структурного изменения экономики на фоне резкого роста объемов производства в обрабатывающей промышленности, говорится в обзоре Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Уже понимаете, к чему это ведет? Острый дефицит кадров в России хотят компенсировать мигрантами с высшим образованием. Некоторые эксперты уже даже высказались, что необходимо ввести упрощенное получение вида на жительство и гражданство, гарантии социальных благ и выплат при временной потере работы. Все для привлечения квалифицированных мигрантов. В прошлом году в Россию прибыло 560 400 человек из-за границы, преимущественно из Таджикистана и Киргизии. Такие данные приводятся в бюллетене Росстата. Из общего числа приехавших 55% составляют мужчины и 45% – женщины. Наиболее часто встречающийся возрастной диапазон от 20 до 24 лет. При этом значительная часть мигрантов имеет только среднее общее образование, 22%, среднее профессиональное, и лишь 9% высшее образование. Следует отметить, что в последнее время заработная плата приезжих разнорабочих значительно возросла, достигнув почти 150 тысяч рублей. На данный момент в Государственной Думе рассматривается 25 законопроектов по регулированию миграционных процессов. Мы их изучим и некоторые примем в новой осенней сессии, заявил Сергей Миронов. В предыдущую сессию было принято 8 законов на эту тему. Однако проблема настолько актуальна, что ее можно назвать вопросом безопасности России. Скажу правду, 90% въезжающих к нам мигрантов не собираются работать у нас ни дня, заявил председатель партии Сергей Миронов. Его заместитель Дмитрий Гусев представил тревожную статистику. Демографы считают, что страна вымирает. Если на каждые 100 мужчин в возрасте от 40 до 45 лет приходится менее 80 мальчиков в возрасте от 0 до 4 лет, в Германии этот показатель составляет 60, а в секторе Газа – 486. В странах Средней Азии на 100 мужчин этого возраста приходится 250 мальчиков от новорожденных до 4 лет. Таким образом, можно говорить о глобальной тенденции переселения жителей южных регионов на север. Исследователи отмечают, что если доля мигрантов в населении страны превышает 15%, это ведет к изменению нации, культуры и традиций. В России пока что доля мигрантов составляет 10%. Но вопрос миграции – вопрос национальной безопасности, и об этом нужно помнить, считает Сергей Миронов. Дмитрий Гусев также сообщил, что из 9,5 миллионов мигрантов из Средней Азии, приехавших в Россию в 2022 году, только 2 миллиона оформили патент на работу. В текущем году количество въехавших сократилось до 6 миллионов, но патент потребовался также 2 миллионам из них.
В Москве пропорции аналогичны. А если эти приезжие не работают, то начинают валять дурака, говорит Сергей Миронов. И действительно, год от года увеличивается статистика по правонарушениям среди мигрантов. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило в целом по России более 40 тысяч. В том числе в Москве более 7,5 тысяч и в Московской области более 5,5 тысяч, сказала директор Института демографических исследований Марина Храмова. В режиме особого времени, в котором мы сейчас живем, то, что миллионы гастролеров въезжают и выезжают из России, совершив противоправные действия, недопустимо, уверен первый заместитель руководителя фракции Олег Нилов. По его мнению, проблемой является то, что 1 сентября в наши школы приходят сотни детей-мигрантов, что сказывается на обучении коренных жителей России. Служба опеки и попечительства бездействует. Ее обязанность – проверять условия проживания и обучения у детей-мигрантов. Если же эти условия не соответствуют российским нормам, следует поступать с ними так же, как и с россиянами. Изымать детей из семей и под угрозой лишения родительских прав заставлять мигрантов менять условия проживания. Депутат считает, что это возможно только при возвращении мигрантов на родину, так как в многолюдных резиновых квартирах детям учиться невозможно. Олег Нилов предложил взимать туристический сбор с мигрантов, которые не получают патент, то есть являются туристами. Собранные средства можно использовать для депортации мигрантов, нарушивших российские законы. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин высказал мнение, что миграция носит не трудовой характер и даже не социальный, а замещающий. Он пояснил, что идет замещение коренного российского населения мигрантами из Средней Азии. Как отметил Сергей Миронов, я православный человек, но когда я захожу в мечеть, я снимаю обувь. Почему же мигранты не уважают наши традиции и культуру? Председатель регионального отделения партии в Иркутской области Лариса Егорова отметила, что их регион лидирует в Сибири по количеству трудовых мигрантов и занимает 7-е место в стране. 66% мигрантов здесь – строители, транспортники или работники розничной торговли. Однако в регионе уже растет социальное напряжение. В прошлом году 52% опрошенных жителей Иркутской области выразили обеспокоенность ростом религиозного экстремизма. Председатель регионального отделения партии в Республике Мариэл Наталья Глущенко сообщила о жалобах населения на иностранных студентов, которые приезжают на учебу, но устраиваются на работу в регионе, демпингуя вакансии в супермаркетах и такси. В республике 26% мигрантов из Индии, за ними следуют узбеки с 22%. Все спикеры выступают против разрешения на въезд мигрантам со своими семьями. Сергей Миронов также отметил, что огромные средства тратятся нашей медициной и образованием на мигрантов и их детей. Почему мы это делаем бесплатно? У партии есть предложение не давать материнский капитал родителям-мигрантам, которые стали резидентами РФ менее 5 лет, а также запретить продажу оружия резидентам РФ со стажем менее 10 лет. Люди в комментариях одобряют деятельность главы СК Бастрыкина по борьбе с преступностью мигрантов. Поддерживают и слова депутатов о необходимости остановить мигрантский поток, но не верят, что их инициативы хоть как-то улучшат ситуацию на земле. Если раньше свой облик меняла Москва и некоторые другие богатые города, то сейчас мигранты расселяются уже по всей России, делая жизнь для местных жителей невыносимой. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!